Я, кстати, ожидала, что Франкфурт, ну, он такой, типа, как ветский бизнес-центр. Но, честно говоря, немного впечатлений о нем оказались другие. Тут действительно есть одни из известных компаний в Германии, которые также работают на мировом рынке, но как-то он такой неотесанный, что ли. Мне хотелось более, наверное, какой-то такой компактности, как там в Лондоне почему-то представлялось. Но на самом деле немного все по-другому. На улице очень жарко, поэтому я решила себя порадовать мороженым. Что это у нас? Шоколад и клубника. Вот. Пойдем дальше смотреть, что здесь есть интересного. Кстати, вот Франкфурт такой немного сумбурный, потому что его пришлось расстраивать заново. Он был разрушен, и нужно было, как говорится, возобновлять архитектуру, поэтому он очень разный и не собранный. Кстати, очень люблю сочетание черного шоколада с немного кислой, получается, клубникой. Он такой сладкий с кислым, как раз, не знаю, то, что надо. Конечно, на любителя, но мне очень нравится. Ой, ему реально пофиг. У меня пересадка во Франкфурте на Прагу 3 часа, поэтому есть немного времени посмотреть город. Основная моя цель, это я хочу посмотреть, есть такой, как типа костел, либо такой типа храм, и там есть смотровая площадка. Вход стоит 2 евро, но говорят, оно того стоит. Проверим. Теодела плывет по своим делам. Кстати, из-за того, что здесь часто ходят судна, река очень грязная, и купаться здесь нежелательно. Ну и пляжев здесь тоже, наверное, соответственно, нет, может быть, где-то в глубинке. Но зато есть вон зеленые газоны и такая вот симпатичная набережная. В Франкфурте есть биотуалеты. Это очень удобно, они бесплатные. То есть не надо где-то бегать, искать все. И, ну, довольно-таки в нормальном состоянии. Вот там вот где-то будет сейчас моя башня, на которую я хочу подняться, посмотреть, как оно будет выглядеть изверху. Сегодня здесь такая жара, на самом деле хочется, как вот те туристы или местные, сесть около бережка и просто насладиться погодой и приятным времяпровождением. Вон уточки. Видно. Так мило. Так, пойдем искать нашу башню. Я, кстати, не вижу здесь во Франкфурте толпы туристов. Возможно, просто я не в тех местах хожу, хотя, я думаю, что это такая как центральная улица. Есть вон кафешки. Может быть, потому что он просто большой, люди как спред по всем уголкам расходятся. Очень много, кстати, великов. Это очень популярно сесть на велике и где-то очень быстро добраться. Есть, естественно, велодорожки. Можно арендовать через интернет. Вот как вот этот вот. И есть такие типа специальные места, ты можешь с одного места на другое приезжать, то есть не нужно возвращать в одно и то же самое место велосипед. Прикольно очень. Я, кстати, ехала сюда на автобусе с Праги около 6 или, наверное, 7 часов. Но это настолько удобно, на самом деле, когда ты едешь, ты не чувствуешь, что ты такая в дороге. Ну, там вот это вот прыг-скок, поэтому мне кажется, что это очень круто. Здесь логистика доступна. Эй, вот я нашла это место, где нужно будет подняться. И вход... вход стоит 3 евро. Инфляция. Hello. Hello. 3 euro, yeah? But the bag is too big. What I can do with it? You can take it here. You go around. Uh-huh. And it here on the stairs. On... and you will look for it, Yeah. yes? Thank you. Okay.
Меня не пустили с моим багажом. Мне придется его оставить здесь. Это, конечно, обидно. Ну ладно. Короче, мне пришлось оставить мой большой рюкзак, и я снова обрекла себя на ступеньки, которые я очень сильно люблю. Честно говоря, не знаю, сколько их здесь. Надеюсь, что вид того стоит, потому что не зря я за это заплатила 3 евро, сейчас буду еще подниматься. В общем, поехали. Я уже прошла 3 подхода по ступенькам, и до сих пор еще не дошла. Но я на пути. Поэтому будьте готовы, если соберетесь сюда. Не видно. Я дошла. Теперь можно обратно спускаться. Юху! И вот я здесь. И на вид, конечно, город шикарный. Ничего не скажешь. Только жалко, вот тут маленький проход. И все ограждено. Нужно быть очень аккуратным. О, вот. Это City of Frankfurt. Вот внизу домики. Ну красиво, конечно, ничего не скажешь. Вообще интересно, такая постройка в готическом стиле. Вот, здесь где-то есть повыше. Вот сюда, наверное, выход нет. Вот. Туристов что-то здесь не очень много, наверное, не у всех есть желание. Людишки на крыше огородик разводят. А что, прикольно. И замужем, и дома. Далеко ходить не надо, все натурально. В общем, теперь я видела почти все. Говорят, вот в этой еще башне тоже есть смотровая площадка, но не знаю, где там вход. И тоже не знаю, платная, бесплатная. Она, наверное, конечно, повыше, чем эта часовня. Ну, я думаю, отсюда тоже все очень круто. И теперь дорога вниз. Ну, раз мы поднялись вверх, то я думаю, вниз это уже будет не так тяжело, как это было вверх. Короче, здесь было 328 ступенек. Но вниз было легко спускаться, вверх, конечно, не очень. Хорошо, что я не взяла вот этот вот свой рюкзак, потому что, я не знаю, я бы, наверное, по дороге там полегла где-то. Ну как, оно, конечно, того стоит, потому что открывается вид на весь город. Ну там, я не знаю, минут 15 можно провести, конечно, больше. Там ничего интересного нет. В общем, я сейчас сяду на лавочку, вот такие, как вот здесь. Минут 10 позагораю, и нужно будет уже идти на вокзал. Нужно будет зайти где-то найти магазин с водой, потому что у меня воды уже почти не осталось, и ехать еще 6 часов. Эсперанто плывет. Доставляет свой груз кому-то. Кстати, вот очень популярно еще люди берут в аренду вот такие вот маленькие как-то лодочки и проплывают реку. И спорт, и радость. Все в одном.